Всем привет! Сегодня готовим 3 вида быстрого сыра. Греческий халуми, лапландский и латышский янов сыр по старинному рецепту. А еще будет маленький бонус. Начинаем с простого латышского сыра. Процеживаем 3 литра молока. Главное, чтобы оно было вчерашним, домашним и не пастеризованным. Так выход сыра будет гораздо больше. Молоко доводим до кипения и добавляем 600 грамм обезжиренного творога. Как только образовалась сыворотка, откидываем творог на дуршлаг. Кстати, именно вы в комментариях нам порекомендовали приготовить янов сыр. Здорово, когда ваши комментарии помогают открыть новые аутентичные национальные блюда. Благодарим вас за такую помощь. В пустую кастрюлю кладем 60 грамм сливочного масла, 60 грамм сметаны, пол столовой ложки соли и щепотку соды. После этого добавляем творог и перемешиваем. Соединяем белок с желтком и, постоянно помешивая, вводим в сырную массу. Тмин – это обязательная традиционная составляющая в латышском сыре. Добавляйте его по своему вкусу. Мы взяли пол чайной ложки. Перемешав, будем отправлять густую массу в специальную форму. Но чтобы сыр легче было переворачивать при прессовании, кладем внутрь формы марлю, смоченную в холодной воде. Итак, начинаем прессование, а их будет 4. Сверху на сыр помещаем груз весом с головку сыра. Через 30 минут переворачиваем и делаем второе прессование. В этот раз берем груз по весу 2 или 3 головок сыра и оставляем на 2 часа. Третье прессование – это груз по весу, как 5 или 6 головок сыра и 12 часов под прессом. После 4-го прессования, а это гнет весом в 7-8 головок, мы получили 850 грамм домашнего сыра. Что еще важно учитывать? Прессование происходит не в холодильнике, а при фиксированной температуре 18, максимум 21 градус. Давайте посмотрим, какой он внутри. Текстура не такая плотная, как хотелось бы, просто ему необходимо было бы дозреть еще хотя бы сутки при температуре 10 градусов. Ну кто это может выдержать? О его вкусе расскажем в конце видео. А сейчас хлебный лапландский сыр – национальная финская гордость. Такое название данный продукт приобрел из-за процесса производства, схожего с хлебным, его тоже готовят в печи. Первонаперво процеживаем 2 литра домашнего вчерашнего молока. Греем его на водяной бане до температуры 31-32 градуса. Отдельно в стакане соединяем 1 столовую ложку кукурузного крахмала, 2 столовые ложки сахара и пол столовой ложки соли. Добавляем в стакан теплое молоко, перемешиваем и вливаем в кастрюлю. А теперь, когда температура молока 31 градус, необходим хлорид кальция. Он отвечает за более плотный сгусток и максимально полное отхождение белка. Добавляем четверть чайной ложки. Далее для ускорения процесса нужен молокосвертывающий фермент. В 30 мл охлажденной кипяченой воды вливаем четверть чайной ложки и добавляем в 2 литра молока, температура которого 38-40 градусов. Через 40 минут загустевшую массу нарезаем на столбики
а затем под углом 45 градусов. И оставляем на 10 минут. Затем устанавливаем форму для сыра, стелим смоченную в холодной воде марлю и перекладываем получившийся сыр. Затем ставим груз по весу головки. Через полчаса переворачиваем сыр. Еще необходимо груз увеличить в 3 раза и оставить на ночь при температуре 18-21 градус. После этого можно сыр запекать. Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем 40 минут до золотистого цвета. Позже мы поняли, что лучше было бы запекать в жаропрочной круглой форме, он бы получился гораздо выше. Но уже смотрю на этот лапландский деликатес, как лошадь на морковку. Согласитесь, очень уж приятно выглядит. Интересно, что этот сыр изначально делался из молозива. Вы только представьте, насколько это вкусно. В Финляндии хлебный сыр подают с морожковым вареньем, а в нашем случае это джем из облепихи. Он настолько вкусный, что рекомендуем вам готовить его как минимум не с 2, а с 4 литров молока. Когда-то я встретила его. Втрескалась по уши, словно выпала из самолета. И врезалась со всей дури в любовь. Это был неповторимый халуми. Сыр, который можно даже жарить. Греем 3 литра домашнего, вчерашнего процеженного молока на водяной бане до температуры 32 градуса. Далее вносим пол чайной ложки хлористого кальция. А когда температура достигнет 38 градусов, подключаем ренин. Этого молокосвертывающего фермента отмеряем 1/3 колпачка и разбавляем в остывшей кипяченой воде. Перемешиваем и оставляем при температуре 32 градуса на 50 минут. А после режем сгусток на столбики. А затем под углом 45 градусов. Греем сырную массу до 40 градусов и держим эту фиксированную температуру 20 минут. Не забываем периодически помешивать. Через 20 минут уплотнившийся сыр легко отделяется от сыворотки. Наполняем формы высотой 3-4 см. Разравниваем. И оставляем самоспрессоваться, то есть без груза, на 15 минут. Далее переворачиваем в течение часа каждые 15 минут. Всегда удивлялись, как можно сделать из ничего что-то. Как итальянцы умудрились придумать сыр из сыворотки. Давайте посмотрим, какой выход рикотты будет из 7 литров свежей сыворотки. На заметку, вчерашняя не подойдет. Итак, греем сыворотку до 90 градусов и добавляем 1 чайную ложку уксуса на каждый литр сыворотки. Перемешиваем и отставляем на 10 минут. Отделяем сыр. И на выходе получаем из 7 литров отличный бонус. 190 грамм очень нежной рикотты. Возвращаемся к греческому сыру. На дно кастрюли помещаем плоское блюдо или решетку и разогреваем сыворотку до 85 градусов. Теперь варим халуми 20 минут, поддерживая постоянную температуру 85. За это время нарежем мяту.
Как только сыр всплывает, перекладываем на досточку. Даем 5 минут, чтобы подостыл. Еще можете на 1 секунду опустить сыр в ледяную воду. Так получится более плотная верхняя корочка. А после этого руками разминаем в небольшую лепешку. Быстро солим. По желанию посыпаем мятой. И складываем пополам. Через 2 часа халуми полностью готов. Этот сыр хранится в холодильнике 10 дней, и его можно замораживать. Как же я люблю сыр, наконец-то можно все попробовать. Как вы уже поняли, для меня самый вкусный халуми. Он имеет нежный, сладковато-молочный вкус и прикольно скрипит на зубах. Лапландский сыр в нашей семье оценили все. У этого сыра более сладковатый вкус, чем у греческого. С одной стороны, он имеет нежную текстуру, а с другой есть некая резиновость. Все-таки правильнее сказать упругость. Янов сыр имеет яркий сливочно-молочный вкус. Этот сыр более питательный, чем другие. И еще, тмин, который мы не очень любим, например, в хлебе, здесь как раз уместен. Пишите в комментариях, какой сыр вы хотели бы попробовать. Греческий, финский или латышский. А пока для вас монтирую этот ролик, Андрей на природу поехал отдохнуть. Смотрите в следующий раз чисто мужской релакс. Будьте щедры на лайки, комментарии и рекомендации нашего канала своим друзьям. До 1 миллиона осталось всего 7 миль. Но без вашего 7-мильного шага нам не справиться. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!